Всем добрый день. Сегодня что я буду вязать? Сегодня у меня вот такие следочки, вишенки, связаны полностью спицами. Все лицевыми петлями вязала. Подойдут на размер 37, 38, 39. По 39 мы будем увеличивать по полотну, по подошве, в длину и в ширину. По ходу вязания об этом все буду говорить. Для вязания мне понадобятся спицы номер 3 и номер 2,5. Пряжа у меня красный, бордовый. Основной цвет на мысок я взяла вот такой кремовый. Немножко темно-зеленого, немножко светло-зеленого. Значит, в 100 граммах это турецкий акрил, в 100 граммах 250 метров. И здесь тоже 250. Перехожу к вязанию сразу. Вязание слитка я начну с мыска. Мысок, вот эту картинку я провяжу спицами номер 2,5. Далее обвязку, бортик я провяжу спицами номер 3. И остальное все буду вязать спицами 2,5. Вот так вот сняла с манекена. В этот раз у меня обвязка в один слой, платочной вязкой верхняя часть. Значит, для удобства я вот нарезала ниток для узора. Передняя часть мысок, узор будет все вязаться платочной вязкой, лицевыми петлями. Давайте я вам ее сейчас сразу замерю. В процессе вязания отвязанных деталей буду измерять в сантиметрах. Так, до пятки 22,5-23 сантиметра. Пускаем еще на растяжку. Платочная вязка хорошо растягивается. Так, в ширину 10, 9,5. По мысу 10. Так, далее теперь вязать я буду сейчас с мыска, как я уже сказала. Значит, по схеме. Сразу давайте пройдемся по схеме. Камеру сейчас надо... Так, камеру опустили немножко, ниже, больше не опускается. Значит, схема у меня... Сейчас я буду вязать по этой схеме. И они у меня получатся в зеркальном отражении. Схема будет также на канале в шапке профиля. Записи есть. Графа такая, можно там найти. Смотрите, фломастерами нарисовала схему, расчертила все количество петель. Теперь берем уже эту схему, переворачиваем. И вот вам она в зеркальном отражении. Отражается на второй стороне, если жирные фломастеры. Значит, я сейчас провяжу с вами мысок весь попетельно. У меня в ширину мысок будет 22 петли всего лишь. Начну я с 12. Значит, на 40 размер по ширине можно вот здесь по бокам добавить еще по одной, сделать 24. У меня средняя часть небольшая, 22 петли, но я сделаю обвязку, вот этот вот бортик побольше, пошире, и подошва у меня тоже будет количество петель больше обычного, вот так вот скажу. Поэтому среднюю часть оставила меньше 3 сантиметра. У меня этот бортик получился. Примерила их все. Так что сидят хорошо они. Значит, теперь сейчас по схеме основным цветом набираю 12 петель. В каждом лицевом ряду буду расширять. В начале, в конце ряда добавлять по одной петельке. 1, 2, 3, 4 зубчика, 4 ряда полных провяжу. Далее перехожу к узору. Значит, сейчас что я делаю? На спице номер 2,5 набираем обычным способом 12 петель и первый установочный ряд провязываю. Набрала на спице 12 петель и все петли провязываю лицевыми. Один ряд первый провяжем все петли лицевыми. Со следующего ряда, это у нас будет лицевая сторона, по лицевой стороне в начале и в конце ряда начну делать прибавки. Все, хвостик у меня напротив начала ряда здесь. Первую снимаем, следующую провязываю лицевую. Все буду вязать лицевыми. Далее делаю одну прибавку любым удобным для вас способом. Вяжем до конца ряда. И в конце ряда также сделаю одну прибавку. Осталось 2 петли. Одну добавила. Одну провязала. И кромочную провязываю изнаночной петлей. Перешли на изнаночную сторону вяжу без изменений. И сейчас, и потом, когда у нас будет узор, он будет вязаться по узору, по изнанке.
Значит, какие вот петли у нас, мы все вяжем лицевыми, так и провязываем лицевыми. Провязали, накид, добавку провязали, вяжем до конца ряда. И по лицевой стороне делаем прибавки. Так мы провяжем 4 полных ряда: лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Будет 18 петель на спице. Следующий ряд 20 петель будет с накидом вместе, и там у нас начнется узор. Так, довязали. В конце ряда кромочная я провязала ее изнаночной, перешла на лицевую сторону. Все то же самое: первую сняли, вторую провязали, сделали одну добавку и вяжу я до конца. И в конце ряда точно так же добавляю одну петлю. Так, это у меня сколько? 1, 2. Сейчас у меня будет третья изнаночная дорожка, и еще одну провяжем самостоятельно и начнем вязать узор. Провязала я 4 вот таких изнаночных дорожки. Сейчас у меня на спицах 18 петель. Будет следующий 5-й ряд. И я начинаю 5-й ряд, я начинаю первый ряд узора вязать. Значит, что еще хотела сказать. В этом ряду сразу нить на 2 моточка размотаем основной цвет. И бордовый мне понадобится. По размерам еще раз. Вот эта вот схема до 39 подойдет. Значит, если широкая нога 39, допустим, или 40 размер, вот у меня высоту 24 ряда, тогда можно сделать на 2 ряда больше, добавить вот здесь вверху один ряд еще, и узор начать не с 5 ряда, а на ряд больше, 6, да, получается, 4, 5, 6, на один ряд больше. И, как я уже говорила, по ширине можно еще добавить пару петель. Так, теперь вяжем. Сейчас что мы делаем? Первые 12 петель вместе с накидом я провязываю основным цветом. Первую сняла, вторую провязала, одну добавила. Считаем 12 петель. 1, 2, 3. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Провязали 12 петель белым. Далее бордовый цвет подвязала. 5 петель провязываю бордовым цветом. 1, 2, 3. Здесь я нить переброшу. 4, 5. Далее в конце у нас должно быть вместе с прибавкой с накидом 3 петли. 2 белых осталось. Белую подтянула, одну прибавила и провязали. Кромочную провязала изнаночную. Первый ряд закончила по изнанке, то есть заканчиваем его теперь первый ряд по изнаночной стороне. Белый провязываем над белым, бордовый цвет провязываю над бордовым. Все вяжу лицевыми петлями. Так, здесь я сделаю протяжку, вот немножко большая. В следующем ряду, когда буду вязать, я ее подхвачу, если не забуду. Все, далее вяжем до конца ряда без изменений, все основным цветом. Перешла на лицевую сторону. Теперь следующий ряд, второй ряд узора. Значит, еще одну нить бордового цвета отрезала и красного. Теперь это у меня здесь будет последняя прибавка. Вместе с прибавкой белым цветом, основным цветом, я провязываю 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 провязали. Одна бордовым. Далее 5 петель красным цветом. 1, 2. Так, теперь вот это вот у нас была протяжка. Сейчас мы ее подвяжем.
3, подтянули, 4 и 5. Далее 1 петля, подвязываем бордовый цвет, 1 бордовым провязываем, 1 бордовым провязала, далее подвязала еще вот белый цвет. Можно, конечно, протягивать, далее протяжку делать, но я вот подвязала, потом эти узлы попрячем. Осталось у меня 2 петли, делаю последнюю прибавку, 1 лицевая и последняя кромочная, изнаночная. Дальше будет проще. Это в начале прибавки попали на узор, поэтому немножко вот хвосты образовались здесь такие. Изнанка. Первую сняли. Далее вяжем все лицевыми по узору. Белые провязали. Далее у нас 1 бордовым. Перетянули здесь ниточки. Провязали. Опять перебросили нитки. Красную подняли. Далее что у нас идет 5 красных. Провязали. Одна бордовая провязали. Значит, сейчас этот ряд изнанку с вами провяжу. Далее, чтобы не отнимать время, изнаночные ряды я показывать не буду. Все вяжется без изменений по узору. Каждый цвет над своим цветом. Опять нити перебросила. И до конца ряда довязываем белым цветом. Заканчиваем второй ряд по изнанке. Так, довязали. Перешли на лицевую сторону. Третий ряд узора. 4 петли. Все, у нас добавки закончились. 4 петли провязываем основным цветом. Считаю вместе с кромочной. Первую сняла, вторую провязала, третью провязала, четвертую провязала. Далее 5 петель бордовым цветом. Опять я беру бордовую нить, провязываем 5 петель бордовым. Две петли белым цветом. Две петли белым провязали, 1 бордовым. Так, поднимаем бордовый цвет, провязали. Далее вяжем красным цветом 7 петель красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 бордовым. В конце каждого ряда нитки вот так вот вытаскиваем, вытягиваем, чтобы они у нас не запутались. Все, поэтому я нарезаю нити. 1 бордовым провязали, и у нас осталось 2 петли основного цвета, 1 лицевая и 1 изнаночная, кромочная. Все провязали. Это у нас был третий ряд. Переходим на изнаночную сторону, вяжем здесь все по узору, точно так же, как вязали в предыдущем ряду. Первую сняли, далее белый над белым, бордовым над бордовым, красный над красным. Перебрасываем нити. Бордовый провязали. Потом провяжем немножко эти хвосты, попрячем, чтобы они не мешали. Надо не забыть показать, как я прячу хвостики. Так, теперь у нас красный цвет провязываем красным. Что тут нить заела? Красным провязали. Опять у нас далее 1 петля бордовым провязали. Белым. И так до конца ряда. Провязываем по узору. Четвертый ряд узора. Первые 3 петли вместе с кромочной белым цветом, основным цветом. Первую сняла, вторую провязала, третью провязала. 1 петля бордового цвета.
5 петель красным. Так, берем красный цвет новый. Так, провязываем красным цветом 5. 1, 2, 3, 4, 5 петель провязали. 1 бордовым. Так, теперь вот со второй вишни крайняя бордовая нить. Мы ее подтянем. Перебросим. 1 бордовым провязала. 1 белым основным цветом провязала. Опять 1 бордовым. Провязали. Далее красный цвет. Провязываем сколько? 7 петель красным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали. 7. И 1 бордовым цветом провязываем. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Осталось 2 петли. Довязали основным цветом, 1 лицевая, 1 кромочная. Переходим на изнаночную сторону, по узору провязываем изнаночную сторону, заканчиваем 4 ряд. Перешли на лицевую сторону, 5 ряд узора. Первую кромочную сняла, 1 и 2 белая основная провязала 2 петли. Далее 1 петля бордовым цветом провязали. Красный цвет, 7 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали. 1 бордовым. Опять красный цвет. Провязываем до конца. Это 2, 4, 6, 8 петель. Получается, провязываем красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. 1 петля бордового цвета. Нити перебросили, 1 провязали бордовым, и у нас осталось 2 петли. Провязываем основным цветом. Это у нас 5 ряд. Заканчиваем по изнаночной стороне, возвращаемся в начало ряда. Перешли на изнанку, вяжем по изнанке. Перешли на лицевую сторону, 6 ряд узора. Первые 2 петли белым цветом. Первая кромочная сняли, вторую провязала. 1 бордовым. Далее 8 петель красным цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. 1 бордовым. 1 белым. Далее 6 петель красным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. 1 бордовым. И осталось 2 петли основным цветом. Довязываю ряд. Последние 2 петли довязала белым. Это у нас был 6 ряд. Заканчиваем его по изнаночной стороне. Возвращаемся в начало ряда. Провязываем все по узору, по изнанке. Перешли на лицевую сторону. 7 ряд узора. Первые 2 петли белым цветом основным.
Первую сняла, вторую провязала. Далее 1 бордовым. Красный цвет, 8 петель красным. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 бордовым. 1 красным. 1 белым, основным. 1 красным. 2 петли бордовым. 2 красным. 1 бордовым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. 1 бордовым провязали, и у меня 2 петли я довязываю основным белым цветом. Это у нас был 7-й ряд узора. По изнанке возвращаемся в начало ряда. Перешли на лицевую сторону. 8-й ряд узора. 2 петли белым. Первую сняли, вторую провязали. 1 бордовым. 5 петель красным цветом. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. 1 бордовым. 1 красным. 1 бордовым. 1 белым. 1 бордовым. 2 красным. 1 бордовым. 2 красным. 1, 2. И 1 бордовым. И осталось у меня 3 петли. Я довязываю их основным цветом. У меня это белый. 1, 2. И кромочная 3, изнаночная провязала. Это у нас был 8-й ряд. Возвращаемся по изнаночной стороне в начало ряда. Лицевая сторона. 9-й ряд узора. 2 петли белым цветом. 1, 2. 1 бордовым. 1 белым. 3 красным. 1 бордовым. 2 красным. 1, 2 красным провязали. 1 бордовым. 2 белым. 5 петель бордовым. Провязали, осталось 4 петли у меня. Довязываю ряд
белым цветом основным. Так, довязала 4 петли белым. Все, 9 ряд. Возвращаемся по изнанке, по узору. 10 ряд узора. Первые 3 петли белым цветом. Первую сняла, вторая, третья. Одна бордовым, одна белым, три петли красным, две петли бордовым, пять петель белым цветом, далее одна петля темно-зеленым. Теперь со второй вишни цвета, сейчас они нам будут не нужны, красные, можно их пообрезать будет. Так, подвязываю темно-зеленый цвет, одну петлю провязываем темно-зеленым. Провязали, и оставшиеся петли до конца ряда довязываю белым цветом. Ах, хвост не завязала. Так, сколько здесь у меня осталось? 6 петель довязываю. Это у нас 10 ряд был. Довязываем белым до конца и по изнаночной стороне возвращаемся по узору начала ряда. Все, сейчас 2 маленьких листика и будет финал. 11 ряд узора, 4 петли провязываем белым цветом. Первую сняла, вторая, третья и четвертая. Далее бордовый цвет. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель бордовым. 1, 2. Да что ты? Так. Красный цвет нам больше не нужен. Сейчас нитку можно вот так вот запутать и обрезать. 3, 4, 5, 6. Провязали. Далее 5 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5 белым провязали. Одна темно-зеленая. И оставшиеся петли до конца ряда опять довязываем белым цветом. Заканчиваем 11 ряд по лицевой стороне и по изнаночной стороне возвращаемся, провязываем все по узору лицевыми петлями. Перешли на лицевую сторону, 12 ряд узора, первые 10 петель белым цветом. Первую сняла, провязываем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали, одна петля темно-зеленым. Я подвязала отдельную нить, потому что они потом по узору будут разъединяться в разные стороны. Между ними будет светло-зеленый цвет. Поэтому отдельную нить. Так, одну темно-зеленым провязали. Далее 4 петли белым. Так, здесь подтягиваем хвостики, чтобы не было никаких дырочек. 1, 2, 3, 4 белым провязали.
1 темно-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем все белым цветом основным. Это у нас 12 ряд. Заканчиваем. Вернемся по изнанке. Встретимся в начале ряда. 13 ряд узора. Значит, первые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель мы провязываем белым цветом. Основным провязала я. Далее 1 петля темно-зеленым, 2 петли белым, 1 петля темно-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда все провязываем белым цветом. Это такой вот короткий, можно сказать, ряд. Так, что у нас там остается? 7 петель белым у меня осталось. Довязываю 13 ряд до конца и возвращаюсь по изнанке. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кромочная изнаночная провязала. Так, все, 13 ряд такой. 14 ряд узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 петель белым. Провязываем первую, снимаем и 9 петель провязываем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее темно-зеленый цвет. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И остается у меня 2 петли. Довязываю белым цветом ряд. Это у нас был 14 ряд. По изнанке возвращаемся по узору. 15 ряд узора. Первые 6 петель провязываем белым цветом. Здесь нам понадобится светло-зеленый. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7 и 8. А я сколько сказала? 8 петель провязали. Далее 2 петли темно-зеленым. 2 петли темно-зеленым провязали. Светло-зеленый теперь входит в работу. 3 петли светло-зеленым провязали. 1, 2, 3. 1 темно-зеленым. Опять у нас светло-зеленый цвет. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель светло-зеленым цветом провязали. 1 темно-зеленым. Так, и остается у нас 1 петля. Можно ее, конечно, было зеленым провязать. Я белым провяжу. Все, это у нас какой? 15 ряд. По изнанке вяжем по узору. Первую снимаем, далее нити перебрасываем и вяжем. Темно-зеленый провязали, светло-зеленый перебросили, провязали. И так до конца ряда. 16 ряд узора вяжем. Первые 7 петель белым цветом. Первую сняли, вторую провязали, 3, 4, 5, 6, 7. 1 темно-зеленым. Далее светло-зеленый цвет.
5 петель светло-зеленым провязываем. 1, 2, 3. Так, здесь переброшу. 4, 5. 1 темно-зеленым. И опять 5 петель светло-зеленым. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. И последняя темно-зеленый. 1 петля темно-зеленым провязали. Осталось 2 петли. Провязываю основным белым цветом. Это у нас 15, ой, нет, 16, запуталась. 16 ряд довязали мы. Теперь возвращаемся по изнанке. Ряды просчитываю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И сейчас мы вяжем 16 ряд. Вот по изнанке сейчас довяжем, и у нас будет изнаночная дорожка. 17 ряд узора. 6 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. 1 темно-зеленым. 5 петель светло-зеленым. 1 темно-зеленым. Так, белый цвет у меня остался далеко. Сейчас мы его поднимем. Так, 1 темно-зеленым у нас сейчас, да, 1 темно-зеленым провязали. 1 белым. Далее опять темно-зеленый цвет. Провязываем 5 петель темно-зеленым. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Осталось 3 петли. Довязываем белым цветом. Заканчиваем 17 ряд. Возвращаемся по изнаночной стороне. Перешли на лицевую сторону. Последний ряд узора. Это 18 ряд сейчас будет. Вишню, листик, последний ряд довязываем. Первую сняла. 7 петель. 1, 2 белым цветом. 3, 4, 5, 6, 7. Далее темно-зеленый цвет. 1, 2, 3, 5 петель провязываем. 1. Так, эту нитку запутаем. 2, 3, 4, 5 провязали. Все, закончили. Оставшиеся все петли довязываем белым цветом. По изнанке вернемся по узору. После этого я провяжу еще 2 полных ряда белым цветом и закрою петли. Так, все, 18 ряд довязала. Вот так красиво, просто и красиво. Так, сейчас что мы еще сделаем? Значит, опять я к схеме подошла. Закончили сейчас лист узора. Вот 2 ряда белым. Если размер больше, как я говорила вначале, можно еще 1 ряд провязать, немножко увеличить мысок, но это при необходимости. Значит, теперь хвостики. Хвостики, значит, сейчас довяжем мыс, закроем петли. Белый цвет нам больше будет не нужен. Так, что у нас здесь? Обрезаем безжалостно все нитки. Давайте на свободном где-то пространстве покажу вам. Да вот красным цветом. Хвостики с помощью крючка я протягиваю вот под петелькой.
Раз протянула, подтянула. Если тут образовалась какая-то пустота, тоже можно в этом месте подтянуть. Вот ниточку перекрыть, например. Так вот. Затем для прочности можно завязать узелок. Ой, разъединила нитку. И эти два хвостика связала между собой. И опять их спрятала. Все. Подтянула. И еще раз. Подтянула. Вот все, красное мы спрятали. Так все остальные пообрезаем, попрячем, позавязываем. Довязываем мыс. Встретимся. Закончили вязать мысок. Закрыли петли. Сразу подвязала бордовый цвет. Сейчас буду делать обвязку мыска. Замеряю в сантиметрах. 9 сантиметров высоту. И ширина 7,5. Так, далее я буду продолжать вязать. У меня два цвета, бордовый и красный будет. Значит, сейчас на спице номер 3 по боковой стороне, по мысу и по второй боковой стороне я наберу петли с помощью крючка. Вот смотрите, если, например, у меня высота была 24 ряда, по боковой стороне будет 24, по середине, по мысу, по началу 12 и также на второй стороне. Но я наберу, добавлю еще вот на повороте 2 петли добавлю, одну посередине и точно так же здесь. На 5 петель получилось больше добавила. Для чего? Чтобы этот мыс лучше ложился. Вот так вот получается тогда. Чтобы он вот так вот сразу не заворачивался. Ну, в некоторых моделях я так делаю. Значит, сейчас петлю на спицу и крючком набираем. Это у нас первая получилась. Закрыла я петли. Первая петля получилась на спице. Сразу вот достала петельку, набрала. Крючок вела. Ой, что так мутно. По 2 дужки вела и набрала. Продолжаю набирать петли. Значит, вот как раз на повороте я сейчас добавлю одну петлю. А вот за одну дужку подхвачу, одну добавила. И следующую опять ввела по 2 дужки, добавила. Все. Далее набираю дальше петли и вот в конце ряда точно так же добавлю. Так, одну добавила, одну вытащила по 2 дужки, еще одну. Так, теперь средняя часть. Ввели крючок в самый угол, вытащили одну петлю. Вторую набрали. Третья. Четвертая. Пятая, шестая. И посередине добавлю еще одну петлю. Опять тем же методом. Одну лишнюю добавила. И у меня получится 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Считаем по дырочкам. 9, 10, 11, 12, 13. И точно так же наберем на второй стороне.
Все, далее продолжаем опять. Под две дужки ввела крючок, добавила петельку, опять набрали петлю, петлю. Закончим набор петель, и по изнаночной стороне я провяжу весь ряд лицевыми. А со второго ряда с лицевой стороны я уже буду вязать узор. По изнаночной стороне, после того, как набрали петли, провязываем все лицевыми петлями. Сразу подвязываю красный цвет. Последнюю петлю провяжу красным. Перешли на лицевую сторону. Значит, количество петель, смотрите, я по 2 петли здесь добавила и одну посередине. Одна петля у меня здесь с закрытого ряда еще добавилась. У меня по боковой стороне 27 и здесь 13. Считаем, что это получается 54 плюс 13, 67 петель всего. Далее, теперь буду вязать узор со снятыми петлями. Здесь одна петля провязывается, одна снимается, одна провязывается, одна снимается. По изнанке вяжется точно так же. Потом 2 ряда провязываем бордовым лицевыми петлями. И опять повтор, только я здесь сделала в шахматном порядке. Значит, сейчас у меня красный цвет. Кромочную сняли. Одну провязала лицевой, одну бордовую петлю пересняла, не провязывая, нить за работой. Так буду вязать весь ряд. Повторяем. Одну провязали лицевой красным, одну пересняли, не провязывая. Одну провязала, одну пересняла, одну провязала, одну сняла, не провязывая. Провяжем полностью все спицы. Довязали ряд до конца. Кромочную провязываю изнаночной. Переходим на изнаночную сторону. Красный цвет. Провязанную красную петлю провязываю лицевой. Снятую петлю переснимаем, не провязывая. Нить опять перевели за работу. Красную петлю провязала, бордовую сняла. Все, так провязываем весь ряд. Красную провязанную провязала лицевой, бордовую пересняла, не провязывая. Одну лицевую провязали, одну сняли, одну провязали, одну сняли. Довязываем ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. Следующие 2 ряда лицевой и изнаночной провяжем бордовым цветом все лицевыми петлями. Первую снимаем, все петли провязываем лицевыми. Лицевую сторону провяжем и по изнанке также провяжем все лицевыми. И далее со следующего ряда у нас пойдет повтор узора. Так, вяжем. Довязываю изнаночную сторону бордовый цвет. Опять меняю на красный. Каждые 2 ряда у нас меняется цвет. Перешли на лицевую сторону. И у нас идет повтор узора с первого ряда. Опять мы вяжем красным цветом. Только в первом ряду я начинала, одну провязывала лицевой, потом снимала. А теперь я буду вязать в шахматном порядке. Одну бордовую сниму, одну провязываю лицевой. Одну сняла, одну провязала лицевой. Так буду вязать до конца ряда. По изнанке я вам уже показала, как это вяжется. Между вот этими точками 2 ряда мы провязываем бордовым лицевыми петлями. Значит, так я провяжу высоту 3 сантиметра я замеряла, да? Ну, довяжу до конца. Еще раз замеряю. Значит, смотрите, 1, 2, 3. И потом еще последний ряд провяжу бордовым 2 раза. Значит, сейчас вяжем высоту вот этого от бортика. 3 раза узора я провяжу, к вам вернусь. Закончили обвязывать мысок. Вот такая вот деталь у нас получается. Значит, в сантиметрах что у меня здесь получилось? Ну, до 3 не доходит. Почти 3. Теперь я опять перешла на спицы номер 2,5. Сейчас будем вязать подошву. Значит, на 40 размер можно провязать еще один ряд, наверное. Подошву я начну вязать на средних 11 петлях. И потом ее буду расширять. 40 размер начните 13
средних петель. Боковые петли до начала подошвы я провязала. Так, провязала боковые. Теперь провязываю сейчас средние 11 петель. Значит, подошву я все буду вязать бордовым цветом, платочной вязкой. Все ряды лицевыми петлями. Сначала расширю, а потом буду соединять боковые петли. Так, провязываю 11 петель все. Ой, господи, это что ж такое? Так, провязала 11 петель, разворачиваюсь. Опять по изнаночной стороне провязываю эти 11 петель, а со следующего ряда я начну делать добавки. Первую петлю по изнанке снимаю, оставшиеся петли все провязываю до последней лицевыми. И по лицевой стороне буду расширять. Лицевая сторона, опять первую снимаю, вяжу до конца, и с боковой спицы буду добавлять по одной петельке. Провязала 11 петель, теперь одну петлю добавила с боковой спицы, провязала лицевой, подтянула. А иди сюда, куда ты побежала. Нить за работой. Перешли на изнаночную сторону. Теперь у меня на спице 12 петель. Первую снимаем. Опять все до последней провязываю лицевыми. И одну петлю с боковой спицы добавляю. Будет 13. Так, провязала до последней петли. Одну провязала лицевую с боковой спицы, добавила. Перешли на лицевую сторону. Все то же самое. Первую снимаю. Теперь провязываем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 добавила с боковой спицы, подтянули. Изнаночная сторона, опять первую снимаю, все провязываю, 15 добавляю с боковой спицы. Так я буду расширять, пока у меня на спицах не будет 19 петель. Опять ориентируйтесь по ширине своей ноги. 40 размер, можно еще добавить пару петель. Ну, смотрите по плотности вязания, по плотности пряжи вашей. В сантиметрах замерила вам. Так, довязываем ряд до конца, расширяем подошву. Закончили расширять подошву. Значит, теперь у меня на спицах 19 петель. И я последнюю петельку теперь продолжаю вязать подошву все лицевыми петлями. И последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 петли вместе я буду провязывать изнаночной петлей. По лицевой стороне 2 соединила изнаночной. Перешла на лицевую сторону. Вяжем изнанку, первую снимаем, оставшиеся петли провязываю лицевыми и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. И последняя петля одна осталась. Соединяем. Я здесь на 2 спицы уже перехожу. Так, 2 вместе провязываю лицевой петлей по изнанке. 2 вместе провязала лицевой. Все. Перешли на изнаночную, на лицевую сторону. Продолжаем вязать подошву. Соединяем боковые петли с петлями подошвы. Петля подошвы боковая и петля со спицы. 2 вместе провязываем. Ай, так можно заговориться. Сняли. Провязываю
18 петель, 19 соединяю. Так, провязали. Осталась одна петля и петля с боковой спицы. 2 вместе провязала изнаночной, подтянула. Развернулись на изнаночную сторону, опять провязали все петли и последнюю петлю по изнаночной стороне 2 вместе провязываю лицевой. Значит, сейчас закончим вязать подошву, соединим все петли до конца. Я к вам вернусь и пойдем вязать дальше. Так, вяжем, соединяем петли. Закончили вязать подошву. После того, как соединили все петли подошвы. Так, что она у меня здесь в ширину получилось? Ну, вот смотрите, 7 сантиметров, да? После того, как закончили вязать подошву, по боковым сторонам наберем петли. Значит, сколько я буду набирать? Вот по этой части я наберу 8 петель. И по мысу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель. Всего будет 15. 15. Посередине у меня 19. У меня будет 49. На размер 40 или много широкая, например, можно набрать на 2 петли больше. 51. У меня тоже будет 51 петля, но ближе к мыску, вот где-то с середины подошвы, я добавлю еще по одной петельке, одну в начале ряда и одну в конце ряда. Значит, сейчас что я делаю? С середины начну набор. Нить не обрезаю. Сразу вот крючок провела. Так. Нить протянули. Немножко здесь свободно оставляем. Когда сейчас будем набирать петли, будем эту нить подхватывать, подвязывать сразу. Так, придерживаю. Так, первая на спице, вторую крючок вела под 2 дужки, вытащила с-под низу. Теперь нить перекрываем ниткой, вторую петлю, третью набираем сверху, крючок ввели с-под низу, захватили. Теперь следующую сверху. И так по одной набираем. Так, сколько здесь у меня? 5, 6, 7. Набрала 7. Продолжаю набирать петли. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, следующая у нас 14 и 15, последняя. Набрали. Далее петли подошвы я провязываю лицевыми. Провязываем все петли. И точно так же набираем на второй стороне. После того, как провязали подошву. Так, 1. Опять ввела крючок под 2 дужки. 2. 3. 4. 5. 6.
7, а нам надо 8. Вот она, петля здесь. 8. Набрали. И остается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель набираем по мыску. И по изнаночной стороне полностью весь ряд провяжем лицевыми петлями. Набрала 15 петель, разворачиваюсь на изнаночную сторону. Первую снимаю, оставшиеся все петли провязываем лицевыми. Провязываем весь ряд до конца. Довязала ряд до конца, кромочную провязываю изнаночной, сразу подвязываю контрастный красный цвет. Следующий ряд у меня будет узор. Буду вязать точно таким же узором, как я вот делала бортик, обвязку по мыску. Так как я этот узор уже провязывала, показывала, повторно его показывать не буду. Каждые 2 ряда меняем цвет, вяжем в шахматном порядке. Кто его пропустил, вернитесь обратно, посмотрите. Первую петлю снимаем, одну провязываем, одну снимаем, не провязывая. Одну провязали, одну сняли, одну провязали, одну сняли. Далее я буду вязать до самой пятки вот таким же самым узором. Сколько я провяжу до пятой, сейчас посчитаю. Все, петли набрали, вяжем до пятки, довяжем нужную длину и там встретимся. Сколько я провязала? 1, 2, по узорам считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 раз, да? И закончила изнаночным рядом. Значит, на 40 размер еще 1-2 ряда, тут получается узора добавьте. На 37-38 этого будет достаточно. На 39 примеряйте. Я на 39 померила. Это количество рядов прошло. На 38-39 я размер примеряла. На 37 на 1 ряд, на 1 узор, то есть можно меньше провязать. Довяжу до конца, замерю в сантиметрах длину до пятки, какая у меня получится. Значит, сейчас вяжем по узору нужную нам длину. Закончила вязать полотно, провязала длину до пятки. Разделяем вязание на 3 части. Пятку начну вязать на средних 13 петлях. Вот они, 13 петель. В предпоследнем ряду красный цвет я перебросила нить, провела к середине. Боковые петли можно провязать или также перебросить нить к середине, подвести. В сантиметрах это будет у нас 9,5 сантиметров. Далее пятку продолжаю вязать таким же узором, как я вязала полотно. Продолжаем вязать по узору. Так что у меня здесь по узору идет красный цвет идет. Так, первую сняла. Теперь что у меня дальше? Одна лицевая провязала, одну снимаю, не провязывая. Одна лицевая, одну сняли. Как узор смотрит, так и вяжем. Так, провязываю все петли и последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы. По лицевой стороне 2 вместе провяжу лицевой петлей. Последняя петелька, петля с боковой спицы, 2 вместе соединила, провязала лицевой, развернулась на изнаночную сторону, первую снимаю, далее продолжаю вязать по узору. Провязанные петли мы провязываем, снятые петли мы переснимаем. Довязываю до конца и последнюю петлю буду соединять изнаночной петлей, провязывать 2 вместе. Довязала до конца, последняя петля у меня, соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе, провязала изнаночные, перешла на лицевую сторону, далее меняю цвет. Следующие 2 ряда у меня идут
бордовым, лицевые. Все точно так же продолжаем, провязываем все по узору и боковые петли соединяем. Значит, сейчас провяжем пятку, соединим все петли. Так как мы соединяли подошву, точно так же соединяю пятку. Крайние петельки соединяю. Все, без изменений. Вяжем по узору. Так, последняя петля. По лицевой стороне 2 вместе провязала, лицевой соединила, перешли на изнаночную сторону, провязываем все лицевыми и последние петли, последнюю и петлю с боковой спицы 2 вместе провязываем изнаночной. Вяжем, заканчиваем пятку, я к вам вернусь. Заканчиваю вязать пятку, и в последнем ряду, вот перед закрытием, я убавлю пару петель. 2 вместе провязала, далее 2 провязала и еще раз 2 вместе провязала. Довязываю ряд до конца. Последние 2 закрыла изнаночной. Все, перехожу на лицевую сторону. Теперь по 2 вместе закрываю, 2 петли вместе провязываю. Закрываем петли. Так, последние петлю я провяжу красным цветом, сразу закрою. Теперь что я дальше буду делать? Смотрите, на спице номер 2 и 5, на 4 спицы по всему верху наберу петли. У меня будет 64 петли. Красным цветом сейчас наберу. И в этот раз я провяжу платочной вязкой. Первый ряд изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. И последние 2 ряда провяжу изнаночными петлями. Почему последние 2 ряда изнаночными петлями? Тогда она вот так вот заворачивается немножко вовнутрь, получается. Ну, так лучше выглядит. Значит, если петель у вас много получилось, размер, например, большой, потому что для верхней вот этой вот бейки обвязки 60-64 это достаточно. Тогда можно еще убавить вот по боковым сторонам. Убавить при наборе петель. Значит, крючок ввела опять по 2 дужки тем же самым методом, как я набирала по мыску. Вытащила. Вот смотрите, одна петелька у нас темного цвета, ее просто можно пропустить. Не набирать, а набрать следующую. Таким образом мы убавим количество петель. Оно незаметно. Значит, сейчас что делаем? Набираем петли и провязываем платочной вязкой желаемую высоту. Я первый ряд провяжу красным, остальные все ряды у меня будут бордовым цветом, ну это по желанию, как хотите. Ввела крючок, захватила петлю, набрала. Так, набираем, провязываем. Заканчиваю я делать обвязку, закрываю сейчас петли, значит, высоту у меня, вот смотрите, сколько это получилось, почти 2 сантиметра. Последние 2 ряда я провязала изнаночными петлями, и вот край завернулся вовнутрь, получилось. Теперь закрываю петли, по 2 петли вместе провязываю лицевой петлей. 2 вместе провязала, закрыли. Опять первая, вторая провязали, закрыли. И так до конца. Закроем все петли. Так, и последняя петля. Вот она. Все, закрыли. Теперь хвостики попрячем. Так, последнюю петлю и самую первую петлю я соединяю. Вот так вот. На изнаночную сторону вывели нить, подтянули.
Теперь прячем под петельками хвостик с помощью крючка. Вверх-вниз, влево-вправо. И здесь я опять разъединяю нитку и завязываю. И все. На этом сегодня все. Все, хвосты спрятали. Еще раз. Еще раз. Все, вот такой вот следок получился. А, еще одна нитка осталась. Ну, сейчас спрячу. У меня сегодня все. Всем спасибо за подписки, комментарии, отзывы, пожелания. Всем пока-пока. До новых встреч.